Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой красивый джемпер. Нашла на просторах интернета из японского журнала, видимо. Джемпер выглядит вверх элегантно, изысканно. И выбрала я пряжу для него, такую роскошную, мягкую ангору, украшенную пайетками. Как видите, в оригинале пряжа тоже используется непростая, видите, да, с блеском. Здесь идет тоже пряжа с пайетками. И, в общем-то, единственный только цвет, я не пойму, то ли он серый, то ли так картинка была скопирована. В общем, у меня пряжа будет белого цвета, но как альтернативу, конечно, можно светло-серую взять, нежно-розовую, да любую, девочки, которая вам понравится, такую берите. Потому что, как говорится, кашу маслом не испортишь, да? Очень красивый узор, легко вяжется и выглядит вот именно в таком варианте сочетания ажурного узора и лицевой глади. Очень-очень приятно выглядит, элегантность придает такую. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Рукав у нас тоже, вы видите, у модели украшен также. Начинается с ажурного узора, да, затем лицевая гладь, и также, как в виде кокетки, украшена верх рукава. Да? По спинке я не вижу спинки, к сожалению, и по-японски я тоже не умею читать, поэтому по спинке у меня, конечно же, тоже идет по низу вот этот ажурный узор в моем описании, а полностью спинка связана лицевой гладью. И кокетка только вот по переду идет и по рукавам. Так, ну что, давайте сейчас я вам пряжу эту покажу красивую. И, в общем-то, еще хочу заострить внимание. Обратите внимание, здесь у нас идет обвязка крючком, вырез горловины. И схемочка тоже будет прилагаться. Как всегда, в моем мастер-классе будет все-все-все подробно разобрано, вплоть до того, как попетельно связать. Кроме схем и выкройки, я всегда выкладываю описание под видео, да, наше индивидуальное описание, которое мы с вами сами составляем, рассчитываем самостоятельно. И, в общем-то, все это описание всегда стоит у меня под видео для вашего удобства. Так, а сейчас приступаем к выбору пряжи. Для вязания джемпера я выбрала пряжу Alize Angora Gold Star. Это пряжа с серебристыми пайетками, 100 грамм, 410 метров. И, в общем-то, состав ее 67% акрила, 17 шерсти, 11 полиэстера и 5% пайетки. Турецкая, очень качественная, абсолютно мягкая пряжа. Очень красиво она смотрится в ажурном узоре. Да? И вот то, что эти пайеточки так красиво переливаются, блестят, это, в общем-то, очень бросается в глаза. На вязаном полотне у меня вот 2 раппорта здесь связаны в ширину. Это тоже очень заметно, как они, да, блестят, переливаются. Великолепно смотрится в изделии и пряжа, и узор. Вот солнышко выглянуло. Не знаю, будет ли оно блестеть еще больше от солнышка. Так, и вот такой вот у нас клубочек получается с пряжей. Спицы я использую, девочки, для вязания 3,5. Вот такой красивый, очень интересный
ажурный узор с листочками. Мы будем сегодня с вами вязать. Основная схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт составляет 18 петель в ширину и 8 рядов в высоту. У нас будет добавляться одна петля для симметрии, если мы будем вязать с вами несколько раппортов подряд, вы понимаете, да? Вот отсюда начинается раппорт, и вот здесь вот он завершается. Условное обозначение здесь элементарное, девочки, не знаю, стоит ли вам об этом рассказывать, мы же будем этот узор вязать, но вкратце хорошо уделю внимание. Смотрите, вот этот значок такой сумбурный, это скрещенная лицевая, кружочек это накид, трехножка это 3 вместе лицевой с наклоном вправо, и симметричная такая зеркальным отображением трехножка это 3 вместе лицевой влево. Пустая клеточка это лицевая, горизонтальная черточка это изнаночная петля, соответственно двухножка это 2 вместе лицевой с наклоном влево, и вот такая же зеркальным отображением 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, с этим мы разобрались. Все. Пора схему. У нас будет использоваться несколько схем. В Одноклассниках я, девочки, выложу эти схемы для вашего удобства, и ссылочка будет под видео. Смотрите, схема кокетки. Вот я ее приближаю, она вся не умещается. Если я ее уменьшаю, то вам ничего не понятно, да, становится. Поэтому, конечно же, у нас 5 раппортов подряд умещаются только на больший размер, на маленький 42-44 умещаются только 3 раппорта в ширину кокетки. Заостряю на этом ваше внимание. Так, у нас еще будет схема, знаете, какая? По рукаву такое же расположение, вот видите. Вот я приблизила, здесь вот умещается все, да. Тоже хочу обратить ваше внимание, вот такое каскадное расположение у нас идет узоров, да. Поэтому вот я тоже на этом заостряю внимание, что идут у нас 2 раппорта в высоту по центру, да, мотив. И затем у нас с вами присоединяются уже как на высоте 3-го раппорта симметрично с 2 сторон еще 2 раппорта. Справа и слева присоединяются. Вот. Это надо учитывать обязательно при вязании. Это по рукаву. Так. И еще у нас с вами будет обвязочка, кокеточка. Вот у нас схема обвязки. Надо ее перевернуть. Опа! Перевернули, и сейчас я вам ее приближу. Смотрите, девочки, вот это крючком обвязывается у нас. Вот эта схемочка, да. Ну, разберетесь здесь, не буду я тут рассказывать про условное обозначение. Здесь пышный столбик идет. Ну, в общем, цепочка из воздушных петель, первый рядок, и потом идет у нас пышные столбики, обвязка. Такие наклонные пышные столбики. Выкройка вот такая у меня. Моя выкройка. Мне с ней было удобнее, комфортнее работать. Значит, составлена на 4 размера. И более подробное все это детальное прорабатывание, описание наше мы будем с вами делать после того, как свяжем образец. Сейчас я на этом заострять внимание не буду. Вот такая выкройка у нас получилась. Так, то есть у нас рукавчик окатом, да, идет классический вариант кроя. И наше описание на несколько размеров. Ну, в частности, я сделала на 42, 44, 46, 48. Чуть больше размер, девочки, просто добавляете лицевую гладь, потому что, ну, если с раппортами не совпадает, просто симметрично с 2 сторон добавляйте лицевую гладь. Про пряжу я вам все показала, рассказала. Спицы 3,5, крючок 3,5 для обвязки, можно 3 взять, да. Плотность вязания определяем в процессе вязания, не буду тоже об этом говорить, после того, как свяжем образец. И все вот это описание, естественно, зачитывать не стану. Очень долго я над ним сидела вчера, работала, все тут досконально как бы пыталась это все дело учесть, но, конечно же, одно дело теория, другое дело, когда ты вяжешь на практике. В ходе вязания всегда, даже у самых шикарнейших мастериц
возникают какие-то нюансы, которые они меняют. Так что вот таким образом. Старалась честно вам облегчить вязание своим описанием, но все равно думаю, что что-то у вас тут будет как меняться, что-то вы будете корректировать самостоятельно. Выкройка выкройкой. Обязательно свои размерчики ставьте, мои хорошие, потому что всегда находятся какие-то размеры, которые не совпадают со стандартными. У каждой фигуры свои нюансы, сами знаете, да? Так, и что еще? Что еще? Общий расход пряжи будет приблизительно 400 грамм, потому что у нас очень моточек такой емкий, 100 грамм, 410 метров, да? Я думаю, что 450 грамм уж точно хватит на размер побольше. Так, ну и все. Давайте сейчас приступим с вами к вязанию нашего узора. Будем вязать мы с вами вот такой красивый ажурный узор сегодня. Раппорт очень коротенький, всего 8 рядов в высоту и 18 петель в ширину. Набираем для образца 39 петель. Будем вязать 2 раппорта, 1 петля для симметрии и 2 кромочные. И начинаем с первого ряда. Первая у нас идет скрещенная лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я петельки меняю местами, вторая у меня поверх первой оказывается, потому что я вяжу бабушкины петельки. Дальше идет опять лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид. Завязали полный раппорт. Второй раппорт вяжем следом, да, скрещенная лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид и для симметрии 1 петля скрещенной лицевой вяжется. Кромочную вяжем изнаночной. Девочки, я буду показывать теперь только один раппорт, как вязать. Второй вы будете просто дублировать, да, чтобы не занимать время видео. И хочу заострить ваше внимание, что вот эта вот скрещенная лицевая в изнаночном ряду тоже вяжется скрещенной изнаночной. Вот. Такой момент хотела бы вам подчеркнуть. Все изнаночные ряды мы будем вязать, как смотрят петли. Накиды будем вязать изнаночными. Третий ряд вяжем. И у нас с вами снова скрещенная лицевая первая. Затем накид, 3 лицевые. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная. Опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, связали, 3 лицевые и накид, связали раппорт.
Теперь у нас второй раппорт мы вяжем, скрещенная лицевая. Ну я говорила, что не буду больше вам его показывать, девочки. То есть повтор, дублируйте этот ряд. Пятый ряд вяжем. Первая скрещенная лицевая. Снова накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид. Делаем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Изнаночная и 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Бабушкины петли, поэтому я буду перекрещивать. Сейчас первые 2 у меня за работой, 3 поверх них накидываю и вяжу как 3 вместе лицевой одной, да? Далее делаем накид и снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и накид. Вот раппорт связали. Повторяем. Вяжем 7 ряд у нас. 7 ряд начинается скрещенная лицевая, накид, 3 лицевые, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 3 лицевые, накид. Связали раппорт. Повторяем. Делаем влажную тепловую обработку образца с помощью горячего пара. Я его подаю и тяну сейчас в разные стороны. Наш красивый. Он влажный, податливый становится образец. Растягиваем его в разные стороны. Еще можно раз. После того, как он высохнет, девочки, он примет ту самую форму, которая будет у него во время нашего готового уже изделия, во время носки. Так, даем ему высохнуть в расправленном виде. Теперь наша задача сделать расчет плотности. Для этого на нашем образце мы померяем ширину и высоту. Значит, ширину меряем. Так, 19 сантиметров. Давайте вот здесь. Собственно, опять 19. Так, 19 сантиметров. Мы набирали 39 петель. И у нас 19 сантиметров. Получается плотность ровно 2, девочки. Запишем, чтобы не забыть. Запишем в 1 сантиметре 2 петли. Так, теперь что касается высоты. Также наш образец, измеряем его высоту. У нас неровный край здесь. Поэтому мы будем вот так делать. Смотрите, 16,5 самая широкая часть высота, да, и 14, грубо говоря, 15, да, 15 и 16,5. 15 плюс 16,5, это будет 31,2, и поделим на 2, то есть среднеарифметическое у меня получается 15,75. Значит, 16 берем, округляем, да. И у меня здесь связано, девочки, 4 раппорта. 1, 2, 3, 4 раппорта и 16 сантиметров. В раппорте у нас, помните, 8 рядов. 4 умножить на 8, это будет 32. И поделим на 16. Тоже 2. Вот такой квадрат. Получаем, что в 1 сантиметре у меня 2 ряда. Такой расклад получился по петельной. Я решила применить вот такую выкройку для данной модели. Значит, у нас здесь будет использоваться размер российский 42-44, 46-48. Вот ширина спинки, значит, 47 сантиметров, и второй размер 55.
получается, сантиметров. Так, и давайте посчитаем. Начнем, конечно же, с расчета петель на перед и спинку, да? 47 умножим. Помните, да, у нас есть плотность, которую мы с вами считали, 2 петли в 1 сантиметре. 47 умножить на 2, это будет 94 петли. Запишем. Такой у нас пока черновой вариант. Так, и второй размер 55 умножить на 2, 110. Так, теперь смотрим. У нас раппорт узора составляет 18 петель. Мы сейчас с вами, давайте, вот 110 уже набрано, поделим на 18 петель. То есть мы сейчас определяем, сколько целых раппортов у нас умещается. 6. У нас уместилось с вами 6 раппортов, 6 на 18. Это будет 108 петель. Сейчас идет более детальный расчет. 108 петель на 6 раппортов, плюс 1 петля у нас для симметрии, помните, мы ее прибавляли, да? И плюс 2 кромочные. Получаем итоговый результат, более точный. Набирать будем 111 петель. Для второго размера, ну вернее для первого, 94 делим также на 18. Это будет 5 раппортов целых. И 5 умножить на 18, 90. Плюс также, девочки, 1 петля для симметрии. И плюс 2 кромочные. Итого уточненный вариант 93 петли понадобится. С этим мы определились. Расположили раппорты. Я обычно рисую. Не знаю, стоит ли в этом случае рисовать. Смотрите, представьте, что это ваш наборный ряд. Вот 5 раппортов по 18 петель мы делаем. 18, 18, 18, 18, 18. С двух сторон кромочные, кромочные. И 1 петля для симметрии у нас с вами добавлялась с левой стороны. 1 скрещенная лицевая была. Помните, да? Для симметрии. Ну, аналогично располагается на больший размер, только раппортов будет использоваться не 5, а 6. С этим понятно. Теперь давайте, девочки, посчитаем с вами, сколько петелек у нас будет на пройму, на вырез горловины, на плечо придется. Тоже с применением горизонтальной плотности. Ну, вот здесь устно считаем. Глубина проймы 5 сантиметров. Это будет 10 петель. Вырез горловины 9,5. 9,5 умножить на 2. Это половинчатый размер, и умножить на 2. Ну, черновой такой вариант 38 петель. Так, ну и я вам сразу скажу, 38 не пойдет, поскольку у нас нечетное число в обоих случаях узор. Значит, это будет либо 37, либо 39. Давайте 37 сделаем, посмотрим, сколько у нас придется на плечо. Я в этом случае всегда вот так считаю. Смотрите, набираю 93 петли по спинке, отнимаем с вами 20 петель пройма, то есть у нас их 2, да, по 10 петель. Так, и отнимаем 37 петель вырез горловины. Получаем, девочки, 36 петель. И у нас плеча-то 2, то есть на плечи всего в совокупности 36 петель, а поскольку у нас 2 плеча, то по 18 петель придется на каждое плечо. Так, это для одного размера. Второй размерчик у нас с вами. Также посчитаем, давайте. Знаете, вырез горловины для второго размера надо сделать побольше. Давайте так распределим петельки. Сделаем, предположим, 39, да, петель. Вырез горловины на 2 петли поглубже. Так, и из 111 мы отнимем с вами 39 петель вырез горловины и отнимем с вами 20 петель пройма. И получим 52. 52 поделим на 2. 26 петель на плечо. Если, в общем-то, кому-то что-то тут не понравится, девочки, я, знаете, что могу вам предложить?
могу предложить вырез горловины сделать 41 петля, и тогда на плечике придется по 25 петель. То есть вот тут вот для себя решите, как вам будет лучше. Собственно, 2 петли особой разницы не играют, да, как бы от переменного места слагаемых значение суммы не меняется. Но и вот такой нюанс используйте, пожалуйста. Теперь по рукаву переходим на рукав. С рукавом здесь у нас с вами надо определиться, сколько по низу будет идти. У нас здесь нет никакой планки, ну, кроме той, что мы вяжем 2 ряда изнаночной гладью, да, можно даже не считать. И с рукавом у меня здесь получалось методом подбора, а не методом расчета. Вот на рукав я посчитала нужно набрать 39 петель. Почему 39? У нас же там идет красивый узор по низу, да? И поэтому для красивого узора нам с вами необходимо целое число раппортов. Ну, устно считаем 18 и 18. 2 раппорта, это будет 36 петель, да? 36. И плюс 3 петли, 1 петля для симметрии и 2 кромочные из них. Получается всего 39 петель. То есть по низу рукава у нас идут с вами 2 раппорта по 18 петель. С 2 сторон кромочная и 1 петля у нас идет лицевая скрещенная для симметрии. Это по рукаву по низу. Также мы будем с вами вязать наш декоративный ажурный узор на высоту, предположим, с 40 рядов, это 5 раппортов, да, по 8 петель, 5 раппортов в высоту. Можно сделать 4 раппорта в высоту по схеме. То есть это вы решаете сами для себя, сколько вам сделать. Этим можно ограничиться. И по верху рукава, вот здесь вот по окату не делать ажурный узор. Вот. Но, опять-таки, на ваше усмотрение, на модели он присутствует. Здесь этот ажурный узор. Идет он клином, да, вы видели, как располагается ажурный узор, клинчиком идет. То есть там вот, если здесь смотреть, то это вот так будет как-то выглядеть. Так. Вот. То есть, смотрите, на маленький размер у меня получается по ширине, по нашему с вами расположению узоров, поскольку мы здесь ведь убавим, да, по пройме, у нас уйдет с вами сразу 10 петель с одной стороны, 10 петель с другой стороны, да, и в итоге у нас с вами по переду, когда мы будем располагать узор, вот здесь у кокетки, то не получится у нас с вами расположить 5 раппортов. Получится только 3 раппорта в ширину для маленького размера. Для большого размера 5 раппортов как раз умещаются. Вот. То есть, смотрите, из 111 петель отнять 20, да, это будет 91 петля. Вот, как раз там умещается. Можно вязать 5 раппортов в ширину, как на модели. Будет получаться для большего размера. Для маленького не получается, сразу предупреждаю, да? Вот эту вот величину, как скажем, когда идет у нас вот такой клин, да, вы регулируете глубину вот этого клина сами. Я, конечно, в своем описании пишу, на какой высоте, сколько раппортов, сколько рядов у нас будет включаться второй клин, там, третий клин, да. Но, девочки, все довольно-таки индивидуально. Возможно, у вас будет другая пряжа, другая плотность, другое количество петель. Поэтому вот этот момент обязательно, обращаю ваше внимание, надо проработать. То есть мое описание, да, я вчера просидела над ним очень долго, подгоняла. Здесь вот именно, знаете, идет подгон. То есть, чтобы у нас количество рядов совпало с общим, как скажем, с общей высотой рядов, да, то есть, вот смотрите, сейчас я про вертикальную, начну рассказывать про вертикальную плотность. А у нас с вами общая высота изделия получается 59 сантиметров. 59 сантиметров.
59, опять-таки, это стандартное такое число, 59-60 сантиметров длина изделия. Вы под свой индивидуальный рост обязательно откорректируете эту величину. 59 сантиметров у нас. И плотность по вертикали тоже 2 ряда. Получается 118 рядов. То есть плечики мы будем с вами закрывать на высоте 118 рядов. Вот такая особенность. Опять-таки вот здесь вот 39, да, идет у нас величина от наборного ряда до величины проймы. Мы обозначили 39 сантиметров. Также измеряем все это дело в рядах, умножить на 2. Это будет 78 рядов, девочки. Имейте это в виду. То есть руководствуемся мы с вами все-таки рядами при измерении длины изделия, а не сантиметрами. Это делается для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось и не стало более длинным, чем вы хотели, ожидали, да? Обязательно это используйте. Также касается рукавчика. У нас вот тут тоже, кстати, идет 39 сантиметров до оката. Это тоже 78 рядов. Хотела бы заострить внимание я на скосе. Всегда говорю, как посчитать скос. Давайте сейчас тоже вам расскажу про скос. Так, у нас внизу 39 петель. Надо поверху посчитать, сколько в самой широкой части рукава петелек. Смотрите, 17,5 половинчатый размер на 2. То есть 35 сантиметров ширина самой широкой части рукава. И мы умножаем это на 2. Это получается 70 петель. Но надо, чтобы было нечетное число, да? И давайте напишем 69 петель. То же самое касается второго размера. 19,5 умножить на 2 и умножить на 2. Это будет 78 петель. Опять будем руководствоваться 77 петель. Нечетным числом. Так. И следующее, что мы делаем. Из большего числа вычитаем меньше. То есть из самой широкой части рукава вычитаем вот эти наши 39 по низу. Да? Помните, мы узор располагали. 69 отнять 39 по низу будет 30 петель. У нас с вами 2 скоса рукава. То есть мы будем с вами вот так одновременно, равномерно прибавлять по одной петле. И надо интервал вот этих прибавок сейчас нам вычислить. Да? То есть если у нас 2 скоса, то 30 петель мы делим ровно пополам. По 15 петелек у нас с вами получается. По 15 петель. Будем прибавлять справа и слева. И на каком расстоянии друг от друга будут прибавки. Вот смотрите, общая высота у нас от низа изделия, от низа рукава до оката будет 78 рядов. 78 рядов поделить на 15 петель, это получается через 5 рядов, девочки. То есть в каждом 5-м ряду мы будем с вами делать прибавку. То же самое касается второго размера. 77 петель отнять по низу 39. 38 петель надо всего прибавить. А у нас 2 скоса по 19 петель будем прибавки делать. И через какой промежуток? Сейчас 78 поделим на 19 петель. Через 4 ряда. То есть в каждом 4-м ряду будем делать с вами прибавки. В нашем случае. С этим мы разобрались, да? По спинке у нас вот этого каскадного, этой кокеточки нет, да? Там идет только по низу красивый ажурный узор, а потом идет лицевая гладь. Имейте это в виду. Я даю все эти рекомендации в своем описании, которые выкладываю под видео. В общем, если вы с ними как-то, девочки, будете не согласны, конечно же, включайте свой творческий, скажем так, потенциал и по-своему как-то располагайте ажурные вот эти узоры с листиками. Конечно же, здесь большое количество вариантов расположения узора. Все надо попетельно пересчитывать. Ну, а я свой вариант описания выложу под видео. На этом я, наверное, завершаю свой мастер-класс. И до новых встреч. Желаю вам удачи.